Всем доброго дня! Я рада приветствовать вас всех на своем канале «Готовлю вкусно с огоньком». А сегодня хочу предложить вам рецепт очень вкусного пирога с творогом. Основа пирога – 2 коржа из песочного теста, а также с заварным масляным кремом. Пирог получился очень вкусный, нежный, в меру сладкий и очень насыщенный. Замешиваю первое тесто. В емкость перекладываю размягченное сливочное масло, добавляю сахарную пудру, желтки яиц. В муку добавляю соль, разрыхлитель и все хорошо пробью блендером. Хорошо просею и добавляю в масляную смесь. Все вымешиваю лопаткой до однородной массы. Как видите, тесто получается довольно-таки липкое, но это ничего страшного. Перекладываю тесто в полиэтиленовый чистый пакетик. Отправляю тесто в морозильную камеру для того, чтобы оно немножко уплотнилось. Замешиваю второе тесто. Для этого в муку я добавляю какао, разрыхлитель, хорошую щепотку соли. В емкость выкладываю сахарную пудру, желтки, а также размягченное сливочное масло. И также пробью все блендером до однородной массы. В эту же емкость просеиваю муку с какао и разрыхлителем и хорошо замешаю тесто. Это тесто более плотное. Замешиваю сначала лопаткой, а потом рукой и отправлю в холодильник. Замешаю творожную массу. Белки соединяю с щепоткой соли. В сахарную пудру добавляю ванилин, лимонной кислотой. Белки взбиваю до появления пены. А затем высыпаю туда всю сахарную пудру и взбиваю до плотных пиков. Изюм смешиваю с небольшим количеством муки. Творог измельчаю лопаткой. В крахмал добавляю небольшое количество разрыхлителя. Творог хорошо пробиваю блендером, а затем буду туда вводить небольшими частями белковую массу. Туда же добавляю крахмал. Все хорошо перемешиваю и ввожу также частями изюм. Всю смесь вымешиваю до однородности. Формирую первый корж из темного теста. Тесто достала из холодильника, переложила на пергаментную бумагу. Сначала разравниваю руками, а затем с помощью скалки сформирую прямоугольник и перекладываю в форму для выпечки. Форма у меня размером 20 на 30 сантиметров. Формирую небольшие бортики по краям и теперь буду туда выкладывать половину творожной массы. Творожную массу нужно распределить равномерно по уголочкам, чтобы масса была одинаковой толщины. И поставлю в духовку выпекать. Светлое тесто достала из морозилки. Перекладываю на коврик подпыленной мукой и сформирую жгутик, для того, чтобы можно было проще его раскатать, так как оно очень холодное. Перекладываю тесто в противень и также выкладываю вторую часть творожной массы. Хорошо разравниваю и ставлю в духовку выпекать. Делаю заварной крем. В молоко выкладываю сахар, хорошо размешаю. Затем выливаю часть молока в крахмал. Также хорошо размешаю. Оставшееся молоко в ковшике поставлю на плиту и доведу до кипения. В размягченное сливочное масло высыпаю 2 пакетика желе, у меня вишневое и цитрусовое. В молоко с крахмалом я также выкладываю 1 яйцо. Хорошо смешаю до однородности и вливаю сюда часть кипяченого молока из ковшика. Хорошо перемешаю для того, чтобы желток не свернулся и белок. А затем снова переливаю все в ковшик и ставлю на плиту и буду проготавливать, все время помешивая, до густого состояния киселя. Молочную смесь все время перемешивайте, для того, чтобы она не подгорела в ковшике. Кисель готов. Теперь я покрываю его пищевой пленкой в контакт и поставлю остывать при комнатной температуре до полного остывания. Пока кисель остывает, с помощью миксера я хорошо перебью
порошок желе со сливочным маслом до пышного состояния. А затем буду вводить туда небольшими частями уже охлажденный кисель. Взбиваю все до однородной пышной массы. Крем готов, собираю пирог. Нижний корж у меня будет с темным тестом. На творожную массу перекладываю половину нашего крема. Разравниваю крем по всей поверхности равномерным слоем. Сверху на крем выкладываю второй корж творожной массой вниз. Хорошо уплотняю и все сверху снова обмазываю кремом. Также обмазываю пирог со всех сторон равномерным слоем. Пирог готов. Осталось его только поставить в холодильник. Утром достала пирог из холодильника и нарезаю его на порционные кусочки. Вот такой пирог получился красивый в разрезе. В творожной массе присутствует небольшая нотка ванили. Попробуйте испечь такой пирог, и вы не пожалеете. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте, пожалуйста, под видео свои комментарии и пожелания. До новых встреч! Всем пока!